Приветствую вас на канале Книги, Истории, Факты. В этом видео я хочу рассказать 50 реальных случаев путешествий во времени, которые ученые не смогли объяснить. Из этого видео вы узнаете следующее. Из чего состоит машина времени, по словам Джона Тайтера, прибывшего из далекого 2036 года? Почему священник Эрнетти не возражал против демонтажа его машины времени? Что увидел Басиага, когда стал свидетелем сбоя во время путешествия во времени? Как ФБР упустило возможность узнать путь к созданию лекарства от рака? Сколько можно заработать на фондовом рынке, зная будущее? Как гость из прошлого описал современный поезд и что помогло ему вернуться в свое время? Что казанская летопись повествует о пропавшем во времени холопе Яшке? Какая еда ждет нас в будущем? Как спаслась с Титаника одна из пассажирок? Что рассказали наши современники Майкл Филлипс и Джеймс Оливер, утверждающие, что побывали в будущем? Прошу вас подписаться, а также нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. А если это видео вам понравится, прошу поставить лайк. Обращаю ваше внимание, что, как и всегда, в конце видео вас ждет очень интересный бонусный факт для всех досмотревших этот ролик до конца, который вам наверняка неизвестен. И помните, на канале Книги, Истории, Факты вы найдете самые интересные и правдивые факты на совершенно разные темы. Остерегайтесь подделок. Кроме того, несколько самых интересных, популярных, полезных и остроумных комментариев по теме этого видео мы обязательно разместим в заключении следующего ролика с указанием авторов комментариев. А в заключении этого видео мы разместим такие комментарии, которые зрители оставляли к предыдущему нашему ролику. Что ж, приступим. Есть ли более увлекательная тема для фантастических книг, нежели путешествия во времени? Как известно, путешественники во времени, если они существуют, любят перемещаться не только в соблазнительное будущее, но и в прошлое. Самые аккуратные не оставляют доказательств своего пребывания, но и среди путешественников во времени встречаются люди не всегда осторожные, именно по их следам ученые поняли, что телепортация существует. Если вы еще полны сомнений, ознакомьтесь с 50 самыми известными случаями путешествий во времени. Безусловно, приведенные истории могут иметь какое-то логичное объяснение, но все они вызывают очень много вопросов. Как бы удивительно это ни звучало, с технической точки зрения путешествия во времени уже существуют. Выступая на платформе TED, популяризатор астрономии Колин Стюарт рассказал, что российский космонавт Сергей Крикалев фактически отправился на 0,2 секунды в собственное будущее из-за замедления времени, проведенного на Международной космической станции. Любопытно, что за всю свою карьеру Крикалев находился в космосе 803 суток, 9 часов и 39 минут. Конечно, нам еще далеко до создания машин времени, которые могли бы переносить человека в любую эпоху. Но работа в этом направлении уже ведется. Еще Альберт Эйнштейн заявил, что время относительно, оно может течь с разной скоростью в разных условиях. Он также доказал, что скорость света, гравитация и черные дыры могут непосредственно влиять на течение времени, как бы искривляя его. Открытия Эйнштейна легли в основу разработок многих современных ученых. В частности, в 2020 году астрофизику из Университета Коннектикута, США, Рону Маллету удалось написать уравнение, которое впервые может послужить базой для создания реальной машины времени с учетом всех известных на сегодняшний день законов физики. Он признает, что его концепция пока является лишь теорией, но, возможно, когда-нибудь люди смогут испытать ее на практике. Согласно исследованиям израильского ученого Амоса Ори, путешествия во времени научно обоснованы. Согласно расчетам Ори, возможность путешествовать в прошлое возникает в том случае, если придать искривленной пространственно-временной структуре форму воронки или кольца. Многие писатели и кинематографисты бесконечно обращаются к теме путешествий во времени и идее параллельных миров. В нашем материале мы поговорим о случаях, которые до сих пор вызывают удивление и вопросы не только у обычных людей,
но и у профессиональных историков. Многие загадки не разгаданы и по сегодняшний день. Поэтому нам остается лишь самостоятельно размышлять над тем, где тут правда, а где домыслы. 1. Оживший аэродром. Виктор Годдард был старшим командующим королевскими ВВС. В 1935 году он следовал из Эдинбурга в Андовер, пролетая над базой Дрём, которая ранее использовалась королевскими ВВС. Это место было давно заброшено до такой степени, что листва покрыла большую часть территории. Видел Годдард, когда пролетал над ней ферму, на которой почти ничего не происходило. Он продолжал свой путь, пока не достиг места назначения в Эдинбурге. Через несколько дней Годдард отправился обратно в Андовер. Он выбрал тот же маршрут, который должен был снова привести его через Дрём, но прежде чем он смог добраться туда, он попал в своеобразный шторм. Я называю это необычным, потому что наряду с сильным ветром и проливным дождем грозовые тучи были желтыми. Годдарду не потребовалось много времени, чтобы потерять ориентацию и потерять контроль над своим самолетом. Он попытался восстановить контроль, взобравшись выше желтых облаков, но им, казалось, не будет конца. Его самолет начал падать. К счастью для него, именно тогда произошло нечто неожиданное, облака разошлись, и он снова смог увидеть землю. Вдалеке виднелся аэродром Дрём. Когда он приблизился к аэродрому, надеясь переориентироваться, буря внезапно исчезла, и небо стало ясным и солнечным. Дождь прекратился. Все стало ясно. Но на этот раз что-то было по-другому. Аэродром в Дрёме больше не был заброшен. На самом деле, он выглядел как новый. Внизу он видел механиков, а на взлетно-посадочной полосе стояли 4 самолета, окрашенных в желтый цвет. Одной была модель, которую он никогда раньше не видел, моноплан, не похожий ни на что в королевских ВВС в 1935 году. А во что были одеты механики? Синий комбинезон. Это, наряду с желтыми самолетами, Годдард нашел самым странным. Механики РАФ в 1935 году носили коричневые комбинезоны, а не синие, и, насколько ему известно, желтых самолетов не было. Однако у Годдарда не было много времени, чтобы подумать об этом, потому что он летел слишком быстро, чтобы по-настоящему понять то, что он видел. К тому времени, когда он пролетел над аэродромом, буря внезапно вернулась, и яркое солнце растворилось в проливном дожде, и эти странные желтые облака снова поглотили его. В очередной раз он обнаружил, что борется за контроль над своим самолетом. Но на этот раз он победил и смог благополучно приземлиться на своей базе. Когда он наконец приземлился, он не мог не рассказать своим друзьям, что произошло. Как и следовало ожидать, его встретили скептически, и после этого он в основном держал эту историю при себе. В конце концов, он не хотел, чтобы кто-то считал его сумасшедшим. Позже он перескажет это, среди прочего, в своей книге 1975 года «Полет к реальности». В 1939 году видение, которое сэр Виктор Годдард увидел на аэродроме Дрём, действительно сбылось. Королевские ВВС начали красить свои учебные самолеты в желтый цвет, и к ним присоединился новый моноплан «Маджистер», точно такой же, как тот, свидетелем которого он был в 1935 году. К тому году даже комбинезоны механиков были обновлены до синего цвета. И, конечно же, вернулся аэродром в Дрёме. История Годдарда с годами приобрела большую популярность и была опубликована в журнале Fate Magazine. Действительно ли он испытал сдвиг во времени, или могло быть другое объяснение того, что произошло в тот день, в 1935 году? Был ли он непреднамеренным путешественником во времени? На некоторые вопросы, возможно, никогда не будет ответа. 2. Путешествие во времени солдата Джона Тайтера. Джон Тайтер – самопровозглашенный путешественник во времени, появившийся на американских форумах в 2000-2001 годах. Неоднократно Джон Тайтер утверждал, что прилетел из далекого 2036 года на машине времени. А вернуться в прошлое его заставила важная миссия. В это время он сделал множество предсказаний, некоторые из них неопределенные, некоторые весьма конкретные, о событиях ближайшего времени,
начиная с 2004 года. Некоторые из них сбылись, например, война в Ираке, некоторые нет. Сторонники Джона Тайтера считают, что таким образом он изменил будущее, ведь он предсказывал, что США распались на 5 меньших регионов, окружающая среда и инфраструктура были опустошены ядерной атакой, а большинство других мировых держав уничтожены. Джон Тайтер утверждал, что сам он один из солдат специального подразделения, и целью его миссии является доставка компьютера IBM 5100 из 70-х годов, который обладает скрытой функцией делать отладку программного кода старых систем на базе Unix, даже до распространения языков APL и BASIC. Удивительным является еще то, что в своих записях Тайтер опубликовал конструкцию машины времени. Он уверял, что в его время эту машину стала выпускать легендарная фирма General Electric. Путешественник дал несколько описаний устройства легендарной машины времени. Неподвижный массивный темпоральный блок смещения на базе двух ведущих спинов, двойных положительных сигнатур, производящих стандартный набор Типлер-синусоид — это его второе описание. А в первом устройство описано более детально и понятно. Машина состоит из двух магнитных юнитов для генерации двойной микросингулярности, электронного инжекционного коллектора для изменения массы и гравитации в микросингулярности, системы охлаждения и защиты от рентгеновского излучения, гравитационных датчиков и системы блокировки переменной силы тяжести, 4 цезиевых таймеров, 3 основных компьютеров. 3. Монах-бенедиктинец изобретает хроновизор и становится свидетелем распятия Христа. Из всех верующих Земли был один человек, который точно никогда не сомневался в существовании Христа. Отец Пелегрино Эрнетти был римско-католическим монахом-бенедиктинцем, который утверждал, что наблюдал лично и последнюю вечерю, и как Христос умер на кресте. Устройство, которое он использовал для перемещения во времени, самостоятельно созданный хроновизор, то есть своего рода машина времени, которая позволяет следить за прошлыми событиями в режиме реального времени. Пелегрино родился в 1926 году. Главным увлечением монаха стала любовь к приполифонии, древней музыке, которая исчезла в X веке нашей эры. Он был единственным хорошим специалистом в этой сфере культуры, долго возглавлял кафедру приполифонии в консерватории на Сан-Джорджо, небольшом островке, где стоит его монастырь. Эрнетти был не только эрудитом, но и практикующим экзорцистом. В 1997 году Питер Краса опубликовал книгу о жизни монаха и его изобретении. Много рассказал о хроновизоре друг Эрнетти, французский священник Франсуа Брюн в своей книге «Хронопроекционный аппарат. Новая тайна Ватикана». Если верить священнику, Эрнетти не возражал против демонтажа его детища, ибо гуманист хорошо понимал, он изобрел не машину времени, он, возможно, изобрел убийцу этой цивилизации. Если такая машина попадет в нечистые руки, катастрофы не избежать. Да и от официальной исторической науки останутся только, так сказать, рожки до ножки. 4. Шоссе в 1940-е. В 1988 году журнал с названием «Странный журнал» опубликовал рассказ, который, по их утверждению, был основан на реальных событиях, которые произошли 20 октября 1969 года. Два деловых партнера ехали из маленького городка в штате Луизиана в сторону Лафайет вдоль малоиспользуемого шоссе 167. В какой-то момент они заметили ретро-автомобиль, у которого на номерном знаке был указан 1940 год. Когда они подъехали поближе, то заметили, что женщина за рулем была также одета в стиле 1940-х годов, на пассажирском сиденье рядом с ней также была маленькая девочка. У женщины на лице было выражение паники. Они жестом предложили ей свернуть к обочине и остановиться, чтобы они могли помочь ей, она одобрительно кивнула и начала маневр. Оба бизнесмена медленно проехали мимо нее, но когда они остановились на обочине дороги и оглянулись, ретро-авто нигде не было видно. Автомобиль с испуганной женщиной и ребенком просто растворились в воздухе. История имеет еще более таинственное окончание. Некоторые газеты 1940-х годов
сообщали о странном исчезновении матери и ребенка. А что, если они все еще блуждают по разным эпохам безо всякой надежды найти выход? 5. Адвокат, который был послан правительством США в несколько временных путешествий. Адвокат из Сиэтла, Эндрю Басиага, публично заявил в 2004 году, что в возрасте от 7 до 12 лет он участвовал в секретной правительственной программе США, которая работала над телепортацией и путешествием во времени в рамках перспективного оборонного исследования в проекте агентства, называемого «Проект Пегас», предшественник проектам Монтак и Филадельфийскому эксперименту. Большинство его перемещений осуществлялось на основе технических документов, якобы найденных в квартире гениального инженера-механика Нью-Йорка Николы Тесла после его смерти в январе 1943 года. Телепорт состоял из двух серых эллиптических штанг по 8 футов высотой, разделенных примерно расстоянием в 10 футов, между которыми образовывался мерцающий занавес, который Тесла назвал лучистой энергией. Однажды юный Басиага стал свидетелем сбоя во время путешествия во времени, который случился с другим мальчиком. Так получилось, что ноги ребенка на несколько секунд опоздали от времени перемещения основного тела. Он лежал и скорчился от боли, и у него были культи вместо ног. Однако потом настройки машины были скорректированы, и подобного больше не происходило. Всего в проекте Пегас участвовало около 100 человек. С точки зрения большинства ученых, путешествия во времени невозможны, потому что ничто не движется быстрее скорости света. Тем не менее, Басиага нашел множество сторонников, среди них и популярный американский конспиролог Альфред Вебри, специализирующийся на экзополитике, тайном присутствии инопланетян на Земле и их вмешательстве в политику разных стран. По мнению Вебри, вот уже более 40 лет технологии телепортации и путешествий во времени доступны правительству США, но пока оно остерегается открыто применять их и накапливает опыт. 6. Единственный оставшийся в живых участник филадельфийского эксперимента. Это, пожалуй, самый известный из экспериментов, связанных с передвижением во времени с помощью временного туннеля. Известен также под названием «Радуга». Эксперимент был задуман как совершенно секретный проект, который позволил бы решить исход мировой войны. В 1943 году ВМС США начали эксперимент в Филадельфии, направленный на то, чтобы военные корабли стали невидимыми для вражеских радаров. Это было достигнуто путем оборачивания массивных катушек Теслы вокруг корпуса корабля. Они функционировали как электромагнитные генераторы, и при активации они создали электромагнитное поле, которое переадресовывало радарные волны от корабля, что и делало его невидимым для радаров. В ходе эксперимента выявился непредвиденный побочный эффект. Корабль не только стал невидимым, но и неожиданно возник в Норфолке, штат Виргиния, на расстоянии сотен миль. Пока корабль перемещался от филадельфийской базы ВМС в Норфолк и обратно, члены судовой команды полностью потеряли ориентацию. В конце концов, члены команды были признаны невменяемыми, а сам проект тихо прикрыли. Было ли действительно перемещение во времени или нет, сказать трудно. Альбилек, единственный человек, выживший в этом эксперименте, утверждал, что корабль вошел в гиперпространство, и двое мужчин были отправлены на 40 лет в будущее, а затем вернулись обратно. Позже он был завербован для участия в проекте Монтак, который имел целью развитие различных психологических методов ведения войны, включая путешествия во времени. Альбилек рассказал, что в 1980-х годах он вместе с другим парнем путешествовал на Марс и даже несколько раз. Альбилек заявил общественности о своем участии в двух проектах в 1989 году и выступал приглашенным оратором на ток-шоу и конференциях до своей смерти в 2011 году. Хочу отметить, что сам факт проведения так называемого филадельфийского эксперимента официально не подтвержден. 7. Швед встречает свое 72-летнее «я» в 2042 году. «Привет, меня зовут Хакон Нордквист, и я встретил самого себя в будущем». Конечно, большинство людей просто отвернутся, решив, что это какой-то ненормальный,
Но Хакону наплевать, верят ему или нет. Потому что у него есть доказательства. 167 секунд видеозаписи о встрече, которую он записал своим телефоном. История с видео следующая. Однажды в августе 2006 года парень чинил трубы на кухне, и заглянув внутрь шкафа под раковиной, он увидел туннель. Он пополз прямо в него и полз в течение некоторого времени, пока он не увидел свет на другом конце туннеля. Когда он вышел, Хакон понял, что он в будущем. Год был 2042, и он должен был встретиться с собой в возрасте 72 лет. И он нашел парня с лишними килограммами вокруг талии, и у которого имелась точно такая же татуировка, как у него, только немного поблекшая. Старик знал каждую мелочь о Хаконе, даже самые давние секреты его детства. Кто знает, может быть, Хакон из Швеции и правда сделал это. Хотя необходимо отметить, что есть информация, что эта ситуация является маркетинговой кампанией одной пенсионной страховой фирмы. 8. Две женщины видели Марию Антуанетту живой в 1901 году. В 1901 году две англичанки, Шарлотта Энн Маберли и Элеонора Журден, поехали в отпуск во Францию. Они посетили множество достопримечательностей, в том числе Версальский дворец. После того, как основная часть экскурсии завершилась, англичанки решили посмотреть Малый Трианон, замок, расположенный на территории Версаля, который король Людовик XVI любезно подарил своей супруге Марии Антуанетте. Но по пути к знаменитому сооружению дамы заблудились в лесу. Они заметили двух мужчин, одетых в зеленые куртки и треуголки, и поспешили к ним, чтобы уточнить дорогу. Шарлотта и Элеонора подумали, что перед ними садовники, и предположили, что их причудливое одеяние – это стилизация под времена Марии Антуанетты, поэтому лишь восхитились тем, как точно мужчинам удалось передать образы французских солдат конца XVIII века. Но как только женщины добрались до Малого Трианона, их глазам предстала невероятная картина. Перед замком они увидели множество людей в старинных одеждах, которые говорили на незнакомом французском диалекте. «Я чувствовала себя так, будто хожу во сне», описывала позже тот странный опыт Элеонора. Нереальность всего происходящего начинала тяготить. Наконец мы набрели на тропинку, которая пересекала нашу, и перед нами выросло строение, утопающее в деревьях и окруженное колоннами. На ступенях сидел мужчина, одетый во все черное, на голове у него была мягкая шляпа. Неясное чувство к тому моменту достигло своей кульминации, оно переродилось, и я стала испытывать страх. Мужчина медленно повернул ко мне свое лицо, все в оспинах. Выражение его было злым и надменным. Я поспешила пройти мимо. Затем туристки внезапно увидели красивую аристократку на террасе дворца, которая делала зарисовки в альбоме. Она была в роскошном длинном платье и напудренном парике точь-в-точь Мария Антуанетта. В следующее мгновение женщина подняла голову и с недоумением уставилась на Шарлотту и Элеонору, которые потеряли дар речи при виде королевы. Спустя несколько секунд пейзаж полностью изменился, странное видение пропало, и женщины оказались в толпе современных туристов, прогуливающихся перед Малым Трианоном. Шарлотта и Элеонора были в таком шоке, что еще неделю не осмеливались говорить о произошедшем. Но удивительное приключение никак не выходило у них из головы, поэтому они начали изучать французскую историю и с удивлением для себя поняли, что в действительности побывали во временах, предшествующих французской революции. Спустя 10 лет они даже написали книгу об этом. Эта книга, разумеется, была немедленно раскритикована, а дам обвинили в мошенничестве. В качестве доказательства обмана критики использовали современную карту Версаля. Шарлотта и Элеонор описывали, что перед тем, как попасть в прошлое, пересекали мост, который не существовал в их время. Однако позднее была обнаружена карта Версаля XVIII века, на которой мост, описанный в «Приключении», действительно был. Историки до сих пор спорят, состоялось ли это мистическое путешествие в прошлое или это была лишь странная фантазия англичанок, решивших прославиться. 9. Человек утверждает, что он из страны, о которой никто никогда не слышал. В 1954 году
После народных волнений в Японии в ходе паспортного контроля был задержан человек. Все документы у него оказались в порядке, за исключением того, что выданы они были несуществующим государством Туарет. Сам мужчина утверждал, что его страна находится на африканском континенте между французским Суданом и Мавританией. Более того, он был изумлен, когда увидел, что на месте его Туареда находится Алжир. Правда, там действительно проживало племя туарегов, но оно никогда не имело суверенитета. Иммиграционные власти послали его подождать в ближайшей гостинице, пока проблема не будет как-то решена. Хотя 2 чиновника охраняли у двери, и сама комната была на 15-м этаже, человек бесследно исчез. Будем надеяться, что он, по крайней мере, безопасно и благополучно добрался до своей родной Туарет. 10. Женщину парализовало после того, как она стала свидетельницей ритуала в 17 веке. Если вы экстремальный путешественник, то вы слышали про каменный лес Мар-Каваси в Лиме, Перу. Камни напоминают человеческие лица, и геологи на 100% не уверены, как именно были сформированы и сделаны эти каменные сооружения. Некоторые люди, однако, считают, что они могут быть порталом в другое время и измерение. История 30-летней женщины, страдающей от гемиплегии, расстройства, приводящее к полной потере двигательной функции половины тела, может быть доказательством этого. Она была пациенткой известного врача и исследователя паранормальных явлений в Перу, и она сообщила этому лекарю, что ее состояние может быть каким-то образом связано с инцидентом, имевшим место в непосредственной близости от Мар-Каваси пару лет назад. Она изучала эту область вместе с друзьями, и они в конце концов наткнулись на небольшую, скудно освещенную каменную пещеру, откуда доносилось громкое пение. Любопытная дама просунула голову через открытую дверь и остолбенела в абсолютном недоумении. Люди, которые пели и танцевали, были одеты по моде 17 века. Она сделала шаг, чтобы пойти внутрь, но ее друзья не дали ей туда войти и остановили ее, когда она наполовину уже была там. По-видимому, они это сделали не совсем вовремя, или, может быть, очень вовремя, потому что в тот самый момент половина ее тела была парализована. 11. Британские туристы, которые остались в несуществующей гостинице во Франции. В 1979 году 2 британские пары ехали через Северную Францию в Испанию и подыскивали место для ночлега. В конце концов, они подъехали к зданию, которое выглядело как мотель, и мужчины, стоящие перед домом, поспешили сообщить им, что это была гостиница. Внутри все оказалось довольно старомодным, не было ни телефонов, никаких других современных удобств. Туристы пришли к выводу, что это некий ретро-отель, и в этом есть своя привлекательность – провести время, как будто они находятся в XIX веке. Во время завтрака на следующее утро к ним присоединились 2 мужчин в военной униформе с довольно хмурым выражением лиц. После уплаты смехотворно маленького счета в 19 франков пары уехали в Авиньон. Через 2 недели в Испании они решили следовать по тому же маршруту по пути назад и остаться в том же мотеле, не только потому, что это было так дешево, но и потому, что они наслаждались атмосферой вне времени. Представьте их замешательство, когда они нашли точное место, но здания там не было. И фотографии, которые они сделали во время их пребывания в том отеле, не получились ни одной. 12. Журналисты пережили бомбардировку Гамбурга за 11 лет до того, как она реально произошла. В 1932 году репортер немецкой газеты Бернард Хаттен и фотограф Йоахим Брандт отправились на судостроительную верфь в Гамбурге, чтобы сделать очередной рядовой репортаж. Вернулись они в редакцию в страшном возбуждении, заявив, что чудом избежали смерти, так как внезапно все небо над Гамбургом заполнилось военными самолетами, сбрасывавшими сотни бомб. Йоахим даже снял пожары и разрушения на камеру. Когда пленку проявили, никаких фотографий на ней не оказалось, и главный редактор посоветовал горе-корреспондентам не злоупотреблять с алкоголем. 11 лет спустя Хаттен завтракал в своей лондонской квартире, когда он прочитал в газете, что Гамбург был полностью разрушен в ходе операции «Гоморра».
На город было сброшено 600 бомб, начался огненный шторм, погибло около 40 тысяч человек. 13. Парень из 1996 года потерялся на улицах Лондона 1950-х годов. Как бы вы себя чувствовали, если вышли, чтобы купить булочку, например, за углом, начался бы совершенно другой год. Булочной никакой нет и в помине, и даже ваш собственный дом еще не построен. Конечно, вы бы впали в панику. Именно так все произошло с Филиппом С., полицейским из Лондона, который утверждал, что однажды в 1996 году он и его жена пошли за покупками. И в то время как она просматривала полки в книжном магазине, он пошел в другой магазин поблизости. Пройдя несколько ярдов, он заметил, что все вокруг него вдруг изменилось, люди были одеты в стиле 50-х годов, автомобили выглядели как экспонаты на выставке ретро-автомобилей. Сюрреалистическая история, парень так растерялся, что на минуту он почувствовал, что у него случился инсульт. Он попытался вернуться обратно в книжный магазин, где он оставил свою жену, но там был совершенно другой магазин. Он вышел и зашел туда во второй раз, и все изменилось, он вернулся к нормальной жизни в 1996 год. 14. Швейцарские кольцо-часы обнаружены в древней гробнице. Это, пожалуй, самая интересная вещь из другого времени. По крайней мере, в этом уверены китайские археологи, которые наткнулись на нее в 2008 году. Во время раскопок в провинции Шаньси они обнаружили весьма странный предмет – миниатюрные швейцарские часы, больше напоминающие кольцо. Необычная находка удивила китайских археологов, нашедших мини-версию швейцарских часов во время раскопок в гробнице. Как утверждают ученые, главной загадкой стал ответ на вопрос, каким образом могло изделие часовых мастеров попасть туда, где нога человека не ступала около 400 лет. Наручные часы с гравировкой «Свис» на задней крышке, стрелки которых остановились на 10:06 утра, были найдены во время съемок документального фильма о раскопках, проводимых китайскими археологами вместе с двумя журналистами. По словам исследователей, гробница оставалась нетронутой на протяжении 400 лет с эпохи правления династии Минг. Когда мы попытались убрать землю вокруг гроба, то услышали металлический звук, который издал отвалившийся и упавший на пол кусок скалы, рассказывает участник раскопок Цзян Яню, бывший куратор музея автономного округа Гуанси. Мы подняли предмет и сначала подумали, что это кольцо. Но после того, как удалили засохшую землю и изучили предмет, мы, к своему огромному удивлению, обнаружили, что это часы. 15. Шотландская женщина видела битву, которая состоялась в 685 году нашей эры. 2 января 1950 года 55-летняя мисс Смит была на вечеринке в городе Бренчин. После нескольких коктейлей она села в свою машину и поехала в деревню Летам, где она тогда жила. Условия для вождения были ужасные, темнота и сильный дождь. Дорога стала скользкой, и ее автомобиль оказался в кювете, так что у мисс Смит не оставалось другого выбора, кроме как оставить автомобиль и идти остальные 8 миль до дома пешком. Сюрреалистический опыт начался около 2 часов ночи, когда она была в полумиле от деревни. Она увидела группу людей с факелами. Чуть позже вторая группа появилась справа. Затем она увидела фигуры довольно близко к ней, которые ходили и проверяли тела, которыми было усеяно все поле. Они переворачивали тела, и если они не были удовлетворены тем, что увидели, возвращали их обратно и переходили к следующему. В этот момент маленькая собака мисс Смит начала рычать, и она поспешила домой, прежде чем пес начал лаять на загадочные фигуры с факелами. 20 лет спустя члены Общества физических исследований проявили интерес к шотландской леди, и после некоторых исследований они показали ей карту битвы при Нихтансмере. Они решили, что она, должно быть, стала свидетельницей последствия битвы. И люди с факелами – это солдаты, которые ходили по полю в поисках своих мертвых и раненых. Битва при Нихтансмере – это битва между англами и пиктами. Произошла в Даничине, маленькой деревне, расположенной неподалеку от города Форфар в Ангусе,
20 мая 685 года. Результаты битвы во многом определили последующую историю Англии и Шотландии. О битве мало достоверной информации, возможно, из-за особенностей местности англы были окружены и уничтожены во время неожиданной атаки. Победа пиктов была абсолютной, король Нортумбрии Игфрид и почти вся его армия погибли. 16. Он родился в 23 веке, а умер в 20-м. В 1985 году ученый-уфолог Вадим Чернобровов встретился с пожилым мужчиной, который признался, что остался в восторге от его книги «Путешествие во времени». Чернобровов удивленно посмотрел на незнакомца и произнес: «Но я не писал такой книги». Однако странный старик лишь усмехнулся: «Пока нет, но скоро напишите». Я читал ее в 23 веке. Воцарилась пауза. Ученый был озадачен, конечно, как и многие другие, он интересовался феноменом машины времени, но не был писателем и не планировал им становиться. Поэтому Чернобровов лишь отмахнулся от пожилого мужчины, сочтя его сумасшедшим. Удивительно, но спустя 15 лет ученый все же написал книгу. Однако, подавшись скепсису, решил непременно назвать ее по-другому. Каково же было его удивление, когда он обнаружил, что редактор переименовал его литературный труд прямо перед выпуском в печать. Так, в начале 20 века на полках книжных магазинов появилась книга «Путешествие во времени», написанная Вадимом Чернобрововым. Все было так, как предсказал тот странный старик в 1985 году. Было ли это лишь странным совпадением, или за 15 лет до этого Чернобровов действительно встретил путешественника во времени? Чтобы ответить на этот вопрос, нам придется обратиться к самому началу истории загадочного провидца, его появлению в 20 веке. В 1930-х годах обычная советская семья усыновила 13-летнего мальчика по имени Евгений Гайдучок. О его прошлом никто ничего не знал, он будто бы просто появился из ниоткуда. Сам Евгений утверждал, что прибыл из 23 века, якобы он воспользовался машиной времени своего отца, чтобы удивить девочку, в которую был влюблен. Но что-то пошло не так, и мальчик застрял в прошлом. Разумеется, взрослые воспринимали его рассказы как детские фантазии. Так или иначе, Евгений постепенно приспосабливался к жизни в новом для себя времени. Он оказался прилежным и старательным ребенком, который не доставлял родителям много хлопот. Он поступил в школу книжного ученичества при Ленинградском доме книги, работал продавцом в отделе литературы точных наук и техники, общался со многими знаменитыми авторами. Евгений и сам писал стихи, вот только современники относились к ним с долей иронии, ведь в них проскальзывали странные вещи, какая-то мобильная связь, неведомый интернет и космические приключения. Словом, тогда никто не оценил творчество молодого человека. Вскоре началась война с Финляндией, и Евгения призвали в армию. Многие всерьез опасались, что англичане начнут бомбить кавказские нефтепромыслы. Но Гайдучок успокаивал своих однополчан словами: «Черчилль не посмеет, а Сталин не допустит». В июне 1941 года, накануне нападения Германии на СССР, он уже будто бы готовил к этому советских солдат, читая им лекции о германском зверином фашизме. Когда его однополчане сообщили, что 22 июня собираются в увольнение, Евгений мрачно заметил: «В воскресенье вам будет не до этого». И действительно, именно в этот день началась Великая Отечественная война. Советские солдаты были убеждены, что они одержат быструю победу, но Гайдучок утверждал, что мир наступит только в мае 1945 года. Ему не верили. Но его предсказание опять в точности сбылось. После войны Евгений женился, завел детей и открыл собственный исторический музей, главным экспонатом которого стала созданная им лента времени, которая тянулась вплоть до 22 века. Он предсказал распад Советского Союза, военные конфликты в бывших союзнических республиках, появление скоростных поездов и всемирной паутины. Своей дочери Светлане он рассказывал о межгалактических путешествиях и космопортах, а также поведал продолжение книги «Волшебник изумрудного города», которое было написано только 10 лет спустя.
В октябре 1991 года Евгения Гайдудока не стало, но его предсказания все еще продолжают сбываться. 17. Ошибочная посадка. Порой путешественники во времени могут буквально свалиться на нас с неба. Именно это произошло в 1996 году в красивом и спокойном местечке близ мыса Саут-Форленд. Внезапно англичанка, Марта Кроуфорд, услышала рев двигателей приближающегося самолета. Он становился все громче, поэтому женщину охватило беспокойство, и она подбежала к окну. В ту же секунду она увидела невероятную картину. Недалеко от ее дома заходил на посадку истребитель Curtiss Р-40, один из самых популярных самолетов американского флота времен Второй мировой войны. Марта не разбиралась в воздушных суднах, однако очень разозлилась, что кто-то посмел испортить ее идеальный газон. Она выбежала из дома и обрушилась с ругательствами на пилота, вышедшего из истребителя. Но мужчина еле держался на ногах. Он был бледен как смерть и никак не реагировал на грозные претензии Марты. В конце концов, женщина сообразила, что ему требуется помощь. Она вызвала семейного врача, и пока тот ехал, она начала задавать гостю вопросы. И тот с трудом поведал ей крайне странную историю. Мужчина сообщил, что он военный пилот ВВС США, и его зовут Джон Уокер. Его эскадрилья попала под внезапный обстрел немецких мессершмиттов, фашистских бомбардировщиков, над территорией Франции. Они с товарищами отстреливались, но когда патронов совсем не осталось, он принял решение идти на таран. И когда его истребитель столкнулся с немецким самолетом, Джо предпринял попытку спастись. Он откинул фонарь кабины, намереваясь выпрыгнуть с парашютом, но в ту же секунду потерял сознание. Очнулся он все в том же самолете в нескольких метрах от земли. Применив все свое летное мастерство, Джо сумел посадить самолет на лужайке Марты. Но по-прежнему не понимал, как тут оказался. Подоспевший доктор тоже выслушал эту историю и заключил, что у летчика серьезные психические нарушения. Спустя некоторое время мужчину поместили в сумасшедший дом. Это происшествие наделало немало шума в СМИ, и журналисты вознамерились докопаться до правды. Особенно в этом преуспел репортер Джеймс Охара. Он поднял архивы и узнал, что Curtiss Р-40, который приземлился близ мыса Саут-Форленд, действительно числился собственностью 123-й эскадрильи прикрытия ВВС США во времена Второй мировой войны. 9 апреля 1944 года лейтенанту Джону Уокеру было поручено ответственное задание – отправиться вместе со своей эскадрильей на помощь британским самолетам. Но по пути они попали в засаду немецких мессершмиттов. В тот день вся 123-я эскадрилья была уничтожена, но обломков самолета Джона Уокера, как и его тело, обнаружить не удалось. Поэтому летчик на протяжении 50 лет считался без вести пропавшим. Любопытно также, что журналисты сумели отыскать личное дело Джона Уокера. Взглянув на фотографию, прикрепленную к нему, они изумились еще сильнее. Человек на ней был как две капли воды похож на летчика, чей самолет нанес непоправимый ущерб любимой лужайке миссис Кроуфорд. Непостижимо, но еще одна похожая история произошла в 1992 году в Каракасе, Венесуэла. Диспетчеры заметили странный самолет, приближающийся к аэропорту. Это был четырехмоторный поршневой авиалайнер Douglas DC-4, модель, которую перестали выпускать еще в 1947 году. Перепробовав несколько радиоволн, диспетчерам наконец удалось связаться с пилотом. Он сообщил, что выполняет чартерный рейс 914 из Нью-Йорка в Майами и должен совершить посадку 2 июня 1955 года в 9:55 утра по местному времени. В ответ он услышал лишь звенящую тишину. Почувствовав что-то неладное, пилот уточнил: «Подскажите, а где мы находимся?» Диспетчеры ответили, что он пролетает над Каракасом и дали разрешение на посадку. Пилот сказал, что начинает снижение, а в следующий момент диспетчеры услышали его удивленный возглас, очевидно адресованный второму пилоту: «Джимми, что это, черт возьми?» Судя по радарам, мимо них как раз пролетел реактивный самолет.
загадочное авиасудно успешно приземлилось. Только после этого диспетчеры решились сказать пилоту, что сейчас 1992 год. Он пришел в ужас и начал восклицать: «Тут что-то не так. Тут определенно что-то не так». Его попытались успокоить и сказали, что к самолету уже направляется наземная команда спасателей. Но это еще больше напугало пилота. Когда он увидел, что к его авиалайнеру подходят люди, он закричал: «Не приближайтесь! Мы взлетаем!». Спустя несколько секунд он вновь завел двигатели самолета и поднял его в воздух. Больше этот странный DC-4 никто никогда не видел. 18. Счастливчик, который обвел ФБР вокруг пальца. В феврале 2003 года на Нью-Йоркской фондовой бирже появился мужчина по имени Эндрю Карлсон. У него было всего $800, и он казался абсолютным профаном в финансах. По крайней мере, так подумали опытные игроки, наблюдая за тем, как новичок вкладывается в несколько крайне рискованных активов. Удивительно, но ему повезло, и он приумножил свои деньги. А 2 недели спустя Карлсон вновь сделал ставки на другие непопулярные активы и сорвал джекпот. В результате 126 инвестиций Эндрю стал обладателем фантастических $350 миллионов. История невероятно удачливого новичка незамедлительно привлекла внимание комиссии по ценным бумагам и биржам. Ее представители связались с Федеральным бюро расследований и попросили обратить особое внимание на дело Эндрю Карлсона. Все были убеждены, он обыкновенный аферист и мошенник. Когда Эндрю арестовали и спросили, как ему удалось такое провернуть, он непринужденно ответил, что прибыл на машине времени из 2256 года. Он заранее знал, какие акции пойдут вверх, поэтому уверенно их покупал. «Я знаю, что мне следовало быть осторожнее», — добавил Эндрю. «Просто когда начинаешь зарабатывать хорошие деньги, то остановиться очень трудно. Прошу у всех прощения». Разумеется, агенты ФБР не поверили подозреваемому. Его слова звучали просто смехотворно. Но так как Карлсон отказывался что-либо еще рассказывать о себе и показывать машину времени, которой воспользовался, то агенты решили самостоятельно узнать, что это был за человек. Они выяснили, что за 3 предыдущих месяца Эндрю Карлсон засветился в нескольких госучреждениях Нью-Йорка, взял машину на прокат и арендовал дешевую квартиру в спальном районе. Но на этом все. До декабря 2002 года этого мужчины будто бы вообще не существовало в мире. В надежде найти его родственников или друзей, ФБР опубликовала портрет Карлсона в газете. Безрезультатно. Тем временем Эндрю решил предложить следствию сделку. Он подсказывает путь к созданию лекарства от рака и выдает местонахождение Усамы бен Ладена, а спецслужбы отпускают его на свободу. В качестве бескорыстного аванса Карлсон даже рассказал, как будет дальше развиваться ситуация на фондовом рынке. Это только разозлило ФБР, как этот мошенник вообще посмел так дерзко смеяться над ними. И внезапно 3 апреля 2003 года Эндрю бесследно исчез. Выяснилось, что кто-то внес за него залог в размере $1 миллиона. Карлсон вышел на свободу и растворился в Нью-Йорке. Все прогнозы Эндрю Карлсона по фондовому рынку в точности сбылись. 19. Застрявший между мирами. Эта история стала широко известна западной публике благодаря французскому журналисту и писателю Этьену Кассе, который в ходе работы над своей новой книгой «Когда прошлое становится будущим. Машина времени» случайно наткнулся на любопытную заметку в мексиканской газете. В ней речь шла о загадочном происшествии в поезде, следовавшем из Мехико в Акапулько. Молодой хирург и женщина с ребенком мирно ехали в своем купе, как внезапно дверь распахнулась, и перед ними предстал насмерть перепуганный мужчина с круглыми от ужаса глазами. Он был одет в старинный камзол, а напудренный парик, красовавшийся на его голове, был ужасно растрепан. В одной руке незнакомец держал гусиное перо, а в другой большой кожаный кошелек. «Я министр Хорхе де Баленсиаго», — отчаянно закричал он, а потом в страхе огляделся и, понизив голос, умоляюще спросил шокированных пассажиров: «Где я?». Хирург сумел выскользнуть из купе,
чтобы позвать на помощь кондуктора. Однако, когда он вернулся обратно, таинственный незнакомец уже исчез. Казалось бы, очередной городской сумасшедший, что с него взять? Однако все оказалось чуть сложнее. Хирург обнаружил, что человек, представившийся министром Хорхе де Баленсиаго, в панике выронил перо и кошелек. Они лежали на полу купе на том самом месте, где он появился. Эти предметы выглядели так же диковинно, как и наряд незнакомца. Поэтому хирург решил показать их историкам. Выяснилось, что и перо, и кошелек были произведены в XVIII веке, но по необъяснимой причине сохранились практически в идеальном состоянии. Это еще больше заинтриговало хирурга. И он решил выяснить, существовал ли в действительности человек по имени Хорхе де Баленсиаго. Проведя несколько дней в архивах, он наткнулся на документы с любопытной припиской тогдашнего епископа, из которой следовало, что министр де Баленсиаго окончательно сошел с ума в преклонном возрасте. Хорхе всем рассказывал, как однажды, возвращаясь домой глубокой ночью, он увидел прямо перед собой железный, длинный как змей, дьявольский экипаж, пышущий огнем и дымом. После этого министр оказался внутри этой чудовищной машины. Его окружали странно одетые люди, и Хорхе пришел к выводу, что это были приспешники сатаны. Министр начал, как сумасшедший, в панике кричать и носиться по вагонам. Потом ему в голову пришла логичная мысль: сатанисты должны бояться священного писания. Он закрыл глаза и прочитал молитву. А в следующую секунду случилось чудо, он снова очутился на одной из улиц Мехико в своем времени. Епископ добавил, что несмотря на то, что над министром несколько раз проводили обряд экзорцизма, несчастный так и не вернулся в здравый рассудок до самой смерти. 20. Мобильный телефон в фильме Чарли Чаплина. При внимательном просмотре некоторых закулисных кадров фильма Чарли Чаплина цирк-режиссер Джордж Кларк заметил женщину, которая входит в кадр, держа маленькое тонкое устройство у своего уха. Если бы фильм снимали сегодня, то любой смог бы назвать это устройство мобильным телефоном. Однако действие происходит в 1928 году. Так, что же Джордж Кларк увидел? Неужели путешественницу во времени? Тогда как она может говорить по мобильному телефону, если в 1928 году не существовало мобильной связи? Или же у нее в руках какой-то аппарат, с помощью которого она связывалась с другим путешественником во времени? Тоже довольно абсурдное предположение, как осуществлялась связь. Скорее всего, женщина держала в руках какое-то другое устройство, например, слуховой аппарат, если женщина была туга на ухо. Правда, женщина при этом разговаривает. Так может, она вообще сумасшедшая? Да и женщина ли это? Сотовых телефонов на исторических фотографиях, при желании, можно найти достаточно. К примеру, это фото 1890 года. На этой фотографии, предположительно 1870 года, молодая особа держит руку около уха. Вездесущие скептики считают, что в ее руке нет никакого предмета, а пальцы отбрасывают на лицо тень, и создается впечатление, что девушка из XIX века держит в руках современный мобильник. 21. Были ли компакт-диски в 1800 году? На картине виден человек, который держит в руках нечто, очень напоминающее бокс для компакт-дисков. Что же это такое? Как вы знаете, известная сегодня форма грампластинок была изобретена только в середине XVIII века, а тут самое его начало. Компакт-диск так вообще появился лишь в 80-х годах XX века. Кто же такой этот человек с боксом для компакт-дисков? Путешественник во времени? Да неужели? Как удачно он попал в группу, изображенную на картине. 22. Жертва автомобиля родом из прошлого. В середине июня 1950 года произошло трагическое происшествие. Машина сбила насмерть молодого человека лет 30 по имени Рудольф Фец. Погибший был одет в одежду, которая была в моде в XIX веке. Полицейские приступили к расследованию, и неожиданно выяснилось, что этот мужчина в возрасте 29 лет пропал в 1876 году. При нем нашли
медный маркер для пива, законопроект по уходу за лошадью и повозкой, письмо, датированное 1876 годом, $70 и визитные карточки. Все эти вещи были без каких-либо признаков старения, что дало возможность полицейским предположить, что перед ними тело путешественника во времени, который попал из 1876 года прямиком в 1950. Неужели еще один путешественник? Как-то их многовато становится. 23. Хипстер, путешествующий во времени. На фотографии, датируемой 1941 годом, запечатлен момент открытия Золотого моста в Канаде. И тут тоже разглядели путешественника во времени. От остальных обывателей, которых можно увидеть на фотографии, его отличала футболка, солнцезащитные очки, все не соответствовало тому стилю одежды, которую носили в то время. Кроме того, у незнакомца разглядели современную портативную камеру, которой точно не могло быть в 40-х годах прошлого века. Этот путешественник известен как путешествующий во времени хипстер. Вернулся ли он обратно? Кто ж его знает, об этом история умалчивает. 24. Пол Денок. Путешествие в 2396 год. Швейцарско-австрийский учитель Пол Денок утверждал, что пережил годичное путешествие в будущее, находясь в коме в 1921 году. Он утверждал, что его сознание перенеслось в 2396 год, где он жил в теле человека по имени Эндрю Нортем. Пол описал мир, в котором человечество достигло огромных технологических достижений, включая способность телепатически общаться и путешествовать на другие планеты. Опыт Пола был записан в дневнике, которым он поделился со своим учеником Джорджем Папазисом. После смерти Пола Папазис опубликовал дневник под названием «Хроники из будущего». Книга приобрела поклонников и была переведена на несколько языков. Однако критики поставили под сомнение подлинность истории, указывая на то, что многие предсказания и описания в книге расплывчаты или непоследовательны. 25. Странник Пономаренко. В 2006 году в центре Киева заметили растерянного молодого человека. Он бродил по улицам города в старомодном костюме и с ретро-фотоаппаратом в руках, удивленно озираясь по сторонам. Позже выяснилось, что мужчину зовут Сергей Пономаренко. Он обратился к сотрудникам полиции с вопросом, где находится Песчаная улица. Но люди в форме не знали о существовании этого места. Зато они подсказали дату 23 апреля 2006 года. Странник начал утверждать, что это невозможно. В качестве доказательства он предоставил свои документы. Билет комсомола 1956 года с его фотографией и датой рождения 17 июня 1932 года. Естественно, полицейские ему не поверили. Сергея в принудительном порядке отправили к психотерапевту. На приеме 25-летний, как он сам говорил, парень поведал о странном объекте в форме колокола, который увидел в небе перед тем, как оказался в Киеве будущего. Он также поделился пленкой со своего фотоаппарата FET. Проявленные снимки отдали на экспертизу. Каково было удивление врача, когда специалисты подтвердили, что фото сделаны в 1958 году. У меня был пациент, который утверждал, что он из прошлого, и мне как психиатру пришлось диагностировать его и назначать лечение. И вдруг я нахожу доказательства его истории, рассказывал потом Павел Крутиков. История так и осталась неразрешенной. Пономаренко неожиданно исчез из комнаты в психиатрической клинике, хотя находился под постоянным наблюдением. 26. В 2017 году мужчина по имени Брайан Джонсон был арестован полицией Вайоминга. Особенностью ситуации Джонсона стало его заявление о том, что он прибыл из 2048 года в качестве путешественника во времени, цель которого – предупредить человечество о предстоящем вторжении инопланетных существ. Джонсон утверждал, что его задачей было возвращение в прошлое с целью предотвращения вторжения, которое, по его словам, должно было произойти в 2018 году. Он также сообщил полиции, что пытался вернуться именно в этот год,
однако по какой-то причине оказался в 2017 году. 27. Холоп и небесный корабль. Записи о путешественниках во времени есть и в различных летописях. Например, в Казанской упоминается некий холоп Яшка, который пропал на несколько лет, а потом рассказывал о своих невероятных приключениях. По его словам, он встретил в лесу странного человека, одетого в необычную одежду белого цвета. Неизвестный забрал его с собой на небесный корабль и подарил волшебные медные монеты на память. Яшка утверждал, что пробыл там всего полдня. 28. Майские письма. 1 мая 1981 года в студенческой газете Arizona Daily Wildcat было опубликовано крошечное объявление. Оно было написано китайскими иероглифами и содержало пожелание вечной жизни Мао Цзэдуну. К тому моменту он уже 5 лет, как умер. Конечно, на крошечный блок в разделе «Частные объявления» никто не обратил внимания. Но в августе 1981 года там же появилось объявление, уже шумерской клинописью. К этому факту вернемся позже. Так вот, с тех пор фантасмагория с объявлениями продолжается. Иногда аноним выкупает целые полосы. Что там? Да все что угодно. Какие-то формулы, чертежи, цитаты из древних сочинений. Многозначительные надписи вроде «все только начинается», и это напоминает затянувшуюся шутку какого-то безумца. Газета малотиражная, Аризона штат суровый, люди в церковь по воскресеньям ходят и дома, оружие хранят, им не до мистики. Шум вокруг объявлений поднялся уже в наши дни, когда история утекла в интернет. Шумиха поднялась знатная, ресурс BuzzFeed назвал тайну самой страшной теорией заговора, а полиция по требованию общественности даже кого-то арестовала, но отпустила. Во главе расследования стоят Брайан Ханс, который даже одно время работал в этой газетке, чтобы собрать все архивы с объявлениями, и Кейт Весели, эта девушка выдвинула по-женски рациональную теорию, которая на сегодня и признана основной. Она считает, что в 1970-е годы в Университете Аризоны образовался клуб гениев, которые вербуют своих сторонников, подбрасывая шифры через объявления. Кто разгадает, тех принимают в клуб. Объявление и деньги передает в газету некий адвокат, но он сам не знает, кто на него выходит. Как неизвестно, а что там, в клубе гениев. Огромные зарплаты в крупнейших компаниях, работа на мировое правительство, но все может быть намного серьезнее. То августовское от 1981 года объявление клинописью помните. В мире есть человек 100, читающих клинопись, и они вам скажут, что в тексте нет ничего примечательного, хозяйственные расчеты тысячелетней давности. Столько-то мешков зерна куплено, столько-то денег уплачено. За исключением одного обстоятельства. Эта табличка еще не была откопана в 1981 году. Автору объявления попросту неоткуда было ее взять. В сети есть сайт, который собирает всю историю этого дела. Кто его ведет, неизвестно. Многие считают, что автор сайта и есть таинственный заказчик объявлений. Если так, вы можете посетить сайт, который ведет реальный путешественник во времени. Сколько их среди нас? 29. Испуганная старушка. Обычный летний день 1936 года в калифорнийском городке. Люди торопятся по своим делам, и тут среди улицы возникает старомодно одетая и до ужаса напуганная женщина пожилого возраста. Прохожие пытались предложить ей помощь, но она продолжала вести себя странно и не шла на диалог. В итоге вокруг старушки собралась толпа. Женщина отчаянно огляделась по сторонам, а затем исчезла на глазах десятков очевидцев. 30. Пенопласт вместо еды. Интересным прогнозом поделился молодой человек, называющий себя Каспером. Если верить юноше, он переместился в наше время из 2075 года. Каспер захватил с собой из будущего вещдок еду из конца 21 века. По его словам, в 2075 году многие люди откажутся от привычной еды. На замену придут волшебные капсулы, которые насыщают на долгое время. По виду они напоминают белые шарики пенопласта.
Я рад показать вам кое-какие доказательства. У меня есть еда, настоящая еда из будущего. Это капсулы, и прием всего лишь одной позволяет человеку прожить целый день. Такого контейнера хватит на целый месяц. Правительство предоставляет их бесплатно всем в мире. На Земле больше нет голода, благодаря такой бесплатной еде, рассказал парень. 31. Средства от старости. Другой путешественник во времени предоставил в качестве доказательства себя. Он уверяет, что ему 50 лет, при этом выглядит мужчина гораздо моложе. Все дело в секретном препарате от старости, объяснил американец. Ной Новак заявил, что прибыл прямиком из 2030 года с важной миссией не допустить войны. В прошлое его якобы отправило американское правительство. Ной предупредил о грядущей ядерной войне, которая начнется из-за конфликта между США и Северной Кореей. 32. Питательный брикет. Весной 2018 года объявился очередной путешественник во времени. Мужчина представился выдуманным именем Дэвис, так как настоящее вынужден был скрывать. По словам Дэвиса, он прибыл из 2200 года, и на данный момент ему больше 100 лет. Эту странность путешественник объяснил тем, что в будущем люди научились лечить смертельные заболевания, поэтому выросла продолжительность жизни. А еще Дэвис поведал о еде будущего. И в этот раз это не пенопласт, а съедобный брикет, который мужчина прихватил с собой из 22 века. Он уверяет, что благодаря суперпитательным брикетам удалось победить голод во всем мире. Ведь для полноценной жизни достаточно принять всего одну штуку в неделю. 33. Фото из города будущего. Наш следующий герой – греческий студент. Он заявляет, что стал участником эксперимента некого профессора в 2008 году. В итоге молодой человек переместился аж в 10-тысячный год и даже сумел захватить оттуда фотографию. По словам Марка, так представился студент, на снимке изображен город будущего Ховерджер, который люди отстроили после Великой войны, и живут в нем вместе с пришельцами. Но нам, если честно, мегаполис напомнил Нью-Йорк, Дубай или ту же Москву-Сити. А вы как считаете? Можно Марку верить? 34. И еще несколько кадров. Фото из будущего показывал и другой путешественник во времени. И не одно, а сразу 3. Мужчина не стал называть своего имени, так как, по его словам, является участником секретной миссии. Некие организации выбрали его для этих целей еще в 90-х годах. Мужчина уверяет, что на снимках запечатлен футуристический город 3311 года, левитирующий обрыв, типичный дом того времени и летающие машины. 35. Фидель Кастро. Есть немало доказательств тому, что Фидель Кастро имел прямой контакт с будущим. Каждая попытка убить его проваливалась, иногда из-за совершенно разных обстоятельств. Самый удивительный случай произошел с неисправным водолазным костюмом. Его должен был надеть Кастро, но в последний момент он каким-то чудесным образом поменялся костюмами с другим человеком, который в конечном итоге утонул вместо него. Удивительное знание будущего. 36. Билли Мейер. Первый контакт швейцарца Билли Мейера с инопланетянами, по его свидетельству, произошел, когда ему было 5 лет. На связь с мальчиком вышел пришелец по имени Сфат из созвездия Плеяды, заменивший Билли отца. Затем, когда Сфат умер, с Билли контактировала плеядианка Аскет, с которой он поддерживал связь на протяжении 11 лет. В 1975 году, когда Билли достиг половой зрелости, к нему явилась внучка Сфата Семьяси. Пришельцы приходили к нему как из прошлого, так и из будущего, а также из параллельных измерений, предупреждая о грядущих мировых катаклизмах. Заботясь о благополучии землян, Билли сообщал о грядущей Третьей мировой войне, которая должна была начаться в ноябре 2006 года, затем в 2008 и, наконец, в 2010. Но, видимо, друзья Билли не сильно поднаторели в земной истории, потому что мы произносим эти строки из 2024 года. 37. Собрал деньги и машину времени. Потом исчез.
История 21-летнего Майка Маркума по кличке Безумец интересна другим. Она демонстрирует, что некоторые путешественники во времени исчезают потому, что к ним пропадает интерес со стороны прессы. В 1995 году мужчина утверждал, что построил машину времени у себя дома, все ради того, чтобы узнать выигрышные номера будущей лотереи. Парень ради прикола сконструировал аппарат для создания лестницы Якоба, когда между двумя электродами, расположенными в форме V, возникает стремящаяся вверх электрическая дуга, используя начинку пары приводов для оптических дисков. По словам Маркума, дуга повела себя странно, заворачиваясь в вихрь, появились непонятные артефакты. Тогда Майк бросил внутрь небольшой обрезок металла, который якобы исчез и через секунду появился в метре от генератора дуги. Вскоре приводы сгорели, поэтому Маркум начал искать для экспериментов более мощные генераторы, остановившись на 6 старых трансформаторах. Собрав их в цепь, парень устроил блэкаут на пару соседских районов. Власти были недовольны, к тому же выяснилось, что генераторы были украдены, Майк планировал купить их, но не хватило денег. Отбыв пару месяцев в местной тюрьме, Маркум решил поделиться своей историей с местным радио Coast Radio. Благодаря эфиру Майк обрел поддержку со стороны поверивших ему. Так он получил финансирование и необходимые компоненты для нового эксперимента. Некоторое время он потратил на сборку машины времени, о процессе он рассказывал в эфире той же радиостанции. Во время последнего рассказа парень начал отсчет в 30 дней до запуска своего детища. Но после тишина, его больше не видели, писала пресса. Разве что один из слушателей Coast Radio сообщил о обнаруженном полицейском отчете, в нем говорилось о найденном на пляже в Калифорнии теле. По описанию выходило, что речь идет именно о Майке Маркуме. Рядом с телом обнаружили странное устройство. Нюанс в том, что отчету на тот момент было около 65 лет, а странное устройство якобы походило на мобильный телефон. На этом история внезапно обрывается. Обмусолив тему, пресса быстро забыла про исчезнувшего путешественника во времени, но удалось отправиться в прошлое, и удалось. 38. Каспар Хаузер. В мае 1828 года в Нюрнберге был пойман подросток. Несмотря на тщательно проведенное расследование и 49 томов дела, а также разосланные по всей Европе портреты, узнать личность его, точно так же, как и место, откуда мальчик появился, оказалось невозможным. Ему дали имя Каспар Хаузер, и у него были невероятные способности и привычки. Мальчик отлично видел в темноте, но не знал, что такое огонь, молоко. Он погиб от пули убийцы, и его личность так и осталась загадкой. Однако существовали предположения, что до появления в Германии мальчик жил в совершенно ином мире. Кто он и откуда, выяснить так и не удалось. 39. Крапивин. В 1897 году на улицах сибирского городка Тобольск произошло весьма необычное происшествие. В конце августа там был задержан мужчина странной внешности и не менее странного поведения. Фамилия мужчины Крапивин. Когда его доставили в полицейский участок и начали допрашивать, всех немало удивила информация, которой мужчина поделился. По его словам, родился он в 1965 году в Ангарске, а работал оператором ПВМ. Свое появление в городе мужчина не мог объяснить никак, однако, по его словам, незадолго до этого он почувствовал сильную головную боль, после чего потерял сознание. Очнувшись, Крапивин увидел незнакомый городок. Для осмотра странного человека в полицейский участок был вызван врач, который поставил диагноз «тихое помешательство». После этого Крапивина поместили в местный сумасшедший дом. 40. Мужчина на Бродвее. Из архива нью-йоркской полиции в ноябре 1956 года на Бродвее был сбит неизвестный мужчина. Шоферы и свидетели утверждали, что он появился из ниоткуда. В кармане у него обнаружили удостоверение личности и визитки, на которых было написано, где он живет, что он работает камевояжером и прочее. Полицейские нашли в архиве такого человека и опросили родственников и людей,
живших рядом. Нашлась старушка, утверждавшая, что ее отец пропал около 60 лет назад в неизвестных обстоятельствах. Пошел гулять по Бродвею и не вернулся. Снимок, сделанный в 1884 году ее отца, полностью подтвердил, что это именно тот человек, которого сбила машина. 41. Кучер Пинк Дрейк. В 1912 году во время движения поезда из Лондона в Глазго появился из ниоткуда мужчина, в руках у которого были длинный бич и надкусанный кусок хлеба. В первые минуты он был в шоке, пассажиры поезда не могли его успокоить. Придя в себя, мужчина сказал: «Я Пинк Дрейк, кучер из Четнема. Где я? Куда я попал?» Дрейк утверждал, что он из 18 века. Через несколько минут он обратно исчез. Специалисты из Национального музея уверенно утверждали, что предметы, которые остались после прибытия пришельца из прошлого, относятся к концу XVIII века. В итоге выяснилось, что такой поселок действительно существует, и более того, что в нем работал кучер Пинк Дрейк, родившийся в середине XVIII века. 42. Японский моряк. Житель Севастополя, отставной военный моряк Иван Павлович Залыгин, последние 15 лет занимается изучением проблемы перемещения во времени. Интерес к этому явлению у капитана второго ранга возник после весьма любопытного и загадочного случая, произошедшего с ним в конце 80-х годов прошлого века на Тихом океане в период службы в должности заместителя командира дизельной подлодки. Во время одного из учебных походов в районе пролива Лаперуза лодка попала в сильнейший грозовой шторм. Командир субмарины принял решение занять надводное положение. Едва только корабль всплыл, вахтенный матрос доложил, что прямо по курсу видит неопознанное плавсредство. Вскоре выяснилось, что советская субмарина наткнулась на находящуюся в нейтральных водах спасательную лодку, в которой подводники обнаружили полуживого обмороженного человека в форме японского военного моряка периода Второй мировой войны. При осмотре личных вещей у спасенного был найден наградной парабеллум, а также документы, выданные 14 сентября 1940 года. После доклада командованию базы лодки было приказано идти в порт Южно-Сахалинска, где японского военного моряка уже ждала контрразведка. С членов команды, сотрудниками ГРУ, была взята подписка о неразглашении данного факта на протяжении последующих 10 лет. 43. Случай с пассажирским самолетом, исчезнувшим в 1939 году. Одной из самых удивительных тайн остается случай с пассажирским самолетом, исчезнувшим в 1939 году. Он совершал рейс из Рио-де-Жанейро, Бразилия, в Боготу, Колумбия, имея на борту 36 скелетов. Когда специалисты открыли двери самолета, они увидели в салоне авиалайнера чашки с еще дымящимся кофе и зажженные сигареты, а также газеты, датированные 16 апреля 1939 года. Газеты выглядели так, словно были только что привезены из типографии. «Я бы очень хотел дать объяснение этому», — сказал Херман Гевара, один из 100 экспертов, приглашенных к расследованию. «Мы понятия не имеем, каким образом самолет мог приземлиться. Ведь за штурвалом сидел скелет. Что произошло с пассажирами? В бортовых документах зарегистрировано, что в самолете находились 36 человек, включая экипаж. Некоторые из нас предполагают, что авиалайнер попал в яму времени. Эксперты так и не смогли прийти к единому мнению о происшедшем. Но многие все-таки склонны винить в этом вовсе не врата времени, а пришельцев из параллельных миров. Кто-то или что-то убило этих людей, а потом привело самолет в Боготу, сказал специалист по паранормальным явлениям, доктор Глория Эрнандес. Подобное могли сделать пришельцы. Некоторые исследователи довольно интересно объясняют феномен НЛО. После случаев с американскими и русскими пилотами они сделали вывод, что НЛО, появляющиеся на протяжении всей человеческой истории, вовсе не корабли таинственных пришельцев, а мы сами, время от времени выпадающие из настоящего в прошлое. 44. Военный летчик Виктор Орлов.
В середине 70-х годов прошлого столетия военный летчик Виктор Орлов увидел под бортом управляемого им МиГа военное сражение. Примечательно то, что в зоне прохождения полета никаких военных действий не должно было быть в принципе. Да и участники военных действий были одеты в странную форму, оружие у них было явно несовременное. Историки, которым была рассказана данная ситуация, пришли к заключению, что пилот абсолютно необъяснимым образом стал свидетелем одной из сцен гражданской войны между севером и югом США, происходившей, как известно, в XIX веке. 45. Летчик Александр Устимов. По рассказам другого российского летчика Александра Устимова, он оказался очевидцем строительства древнеегипетских пирамид. Причем видение было настолько явным, что он смог разглядеть одежды и лица строителей. 46. Пилот ВВС США Гарри Уитман. Пилот ВВС США Гарри Уитман, совершая тренировочный полет во Флориде, самым непостижимым образом переместился в Европу времен Средневековья, где увидел огромные костры. По его предположению, на огне сжигали тела людей, ставших жертвами чумы. 47. Пилоты НАТО. 1985 год. Пилот военно-воздушных сил НАТО вылетел с базы, расположенной на севере Европы, и, по его словам, оказался в доисторической Африке, где наблюдал пасущиеся стада динозавров. Другой натовский пилот описал свой краткий, но впечатляющий полет над Древним Римом, когда он наблюдал колесницы на улицах и Колизей, выглядевший так, как будто его недавно построили. Еще один летчик военно-воздушных сил НАТО рассказал о том, как вынырнул в самой гуще воздушного боя, развернувшегося во время Второй мировой войны. Как союзники, так и немцы, по словам пилота, при виде его современного самолета разлетелись кто куда. Все путешествия длились не более 20 секунд, и летчики совершали их как на сверхзвуковых, так и на дозвуковых скоростях. Сложно представить себе, что при такой скорости полета можно было попасть в прошлое, к тому же с того времени не было зарегистрировано ни одного путешествия в будущее. 48. Пассажирка «Титаника». В 1994 году командой норвежского рыболовного судна в Атлантических северных водах была обнаружена 10-месячная девочка. Она очень замерзла, но была жива. Девочка была привязана к спасательному кругу, на котором имелась надпись «Титаник». Стоит отметить, что нашли малышку именно там, где в 1912 году затонуло известное судно. Конечно, поверить в реальность происходящего было просто невозможно, однако когда подняли документы, то действительно обнаружили в списке пассажиров «Титаника» 10-месячного ребенка. 49. История Майкла Филлипса, который посетил 2070 год. В 2018 году британец по имени Майкл Филлипс утверждал, что побывал в 2070 году. По его словам, после загадочного смещения времени во время прогулки в парке, он внезапно обнаружил себя в футуристическом мире с передовыми технологиями и высокими небоскребами. Филлипс описал общество, которое достигло значительного прогресса в таких областях, как возобновляемые источники энергии, искусственный интеллект и освоение космоса. Он утверждал, что видел летающие машины, роботов-помощников и огромные города, уходящие далеко в небо. Однако он также сообщил, что мир будущего не лишен проблем, таких как последствия изменения климата, перенаселение и растущее неравенство доходов. 50. В 2015 году человек по имени Джеймс Оливер утверждал, что путешествовал в 6000 год. Человек по фамилии Оливер утверждал, что он совершил путешествие в будущее, используя машину времени, созданную в рамках секретного правительственного проекта. Он утверждал, что его отправили в 6000 год с целью сбора информации о будущем человечества и возвращения с доказательствами своего путешествия. Одним из таких доказательств стали фотографии футуристического города, на которых видны высокие небоскребы, летательные аппараты и передовые технологические структуры.
Эти фотографии вызвали оживленные обсуждения в социальных сетях и на интернет-форумах, где многие задавались вопросом о возможности путешествий во времени и достоверности утверждений Оливера. Однако скептики обратили внимание на несоответствие в изображении и отсутствие конкретных деталей о биографии Оливера или упомянутом правительственном проекте. На этом я бы хотел закончить это видео с 50 реальными случаями путешествий во времени, которые ученые не смогли объяснить. Ну и уже по традиции, для всех досмотревших этот ролик до конца, предлагаю узнать бонусный факт. Хокинг плохого не посоветует. Идея устроить вечеринку для путешественников во времени принадлежит не кому-нибудь, а великому Стивену Хокингу. В полдень 28 июня 2009 года он украсил свой кабинет воздушными шариками, его помощники натянули транспарант «Привет вам, путешественники во времени». Сам Хокинг сидел прямо под транспарантом и ждал. Но никто не пришел. Фото грустного Хокинга на инвалидном кресле, рядом с шариками в стиле «Мир кожи в Сокольниках мы открылись», стало мощнейшим арт-объектом эпохи, похлеще картин Бэнкси, а философы принялись думать, что все это значит. Если путешественников во времени не наблюдается, но физика не запрещает возможность таких путешествий, значит в будущем. Никого нет. Фишка такой вечеринки в том, что Хокинг собирает ее, допустим, сегодня, а приглашение рассылает завтра. В самом деле, если ты в будущем, тебе все равно, когда будет написано и разослано приглашение. Из своего 2100 года ты видишь, что 29 июня 2009 года чудаковатый профессор зазывает тебя на встречу. Она проходит днем раньше, 28 июня. А тебе-то что? Для тебя все прошедшие моменты как кадры на кинопленке. Нажимаешь на кнопку, и вот ты в 28 июня. Хокинг признавался, было жутко понимать, что вечеринка проходит прямо сейчас, но она задумана у тебя в голове и больше нигде. А вдруг откроется дверь, и кто-то зайдет, словно прочитав твои мысли. Мурашки по коже шли и у Action Lab. Он назначил встречу на мосту. И когда он шел к центру длинного моста, и вдруг увидел там каких-то парней на великах, чуть не выронил камеру. Вряд ли такие эмоции можно сыграть. Но так это были странники или просто ребята, отдыхавшие в столь странном месте. Блогер хранит интригу. Зато правда начинает открываться немного с другой стороны. Возможно, эти путешественники прямо-таки сидят в нашем времени, а по вечеринкам не ходят, чтобы не палиться. Вот такими у нас получились 50 реальных случаев путешествий во времени, которые ученые не смогли объяснить. На экране вы можете увидеть несколько комментариев из предыдущего ролика. Надеемся, вам понравился материал, который мы собрали для вас. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, делитесь своим мнением о ролике, знали ли вы бонусный факт, все это очень важно для нас и позволяет продолжать радовать вас новыми, надеемся, еще более интересными видео. Отдельно хочу поблагодарить всех поддержавших наш канал материально зрителях в это непростое время, их имена вы можете увидеть в описании ролика. Благодарю за просмотр этого видео и прошу подписаться на канал Книги, Истории, Факты, нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. Вам наверняка понравится. Я расскажу еще много интересного и познавательного. Прошу при возможности помочь каналу, заглянув в описание этого видео, и поддержать любым удобным способом. Ваши комментарии и то, что вы делитесь нашими видео в самых разных социальных сетях и мессенджерах, помогают развитию нашего канала и позволяют понять, что прилагаемые нами усилия не напрасны.